Есть слово, которое значит лицо, которое хочется ударить. Другое — пить в трусах и не планируя выходить из дома. И ты точно знаешь, что это значит. Даже если у тебя в языке нет ни слова, ни букв, чтобы это выразить. Сейчас будет 8 слов, которые ты 100% не переведешь. Но узнаешь с первой секунды. Гарантирую. Саудаджи. Слово из Португалии, где грусть звучит как музыка, появилось в эпоху великих географических открытий, когда мужчины уходили в море и не возвращались, и жены ждали, а грусть становилась стилем жизни. Саудаджи — это не просто тоска. Это когда ты скучаешь по тому, чего как бы больше нет, а может быть и вовсе не было. Это момент, который живет где-то между дождем и запахом кофе. Ты как бы не можешь его вернуть, но можешь почувствовать. У нас такого слова нет, но вот чувство есть. И вот от звука дождя к солнечным пятнам между ветвями. Камареби. В японском есть слово только для одного явления. Солнечный свет, который просачивается сквозь листья деревьев. Не просто свет и не просто лес, а именно это волшебное ощущение, как будто бы природа дышит. Я не знаю, как это по-другому объяснить. Комареби — это когда мир красивый абсолютно без причин. Если бы стояла задача назвать это по-русски, наверное, лучевень как самое подходящее. Комареби — это как шепот дерева. Это слово вошло в поэтический лексикон Японии еще в далекий период Эдо. Это эпоха в истории Японии с 1603 по 1868 год, когда страной фактически управлял сёгунат Токугава, а официальной столицей был город Эдо, ныне Токио. Как способ описать красоту мира, который не нужно объяснять. А теперь от нежности природы к тому, как не сдержать нежность в себе. Гигель — это когда ты смотришь на малыша или кота, щенка, и тебе нужно ущипнуть, сжать, затискать, потому что ты не выдерживаешь от милоты. Это то самое «да что ж ты такой хороший». У нас говорят «псих», но на Филиппинах говорят «гигель». Понимаете разницу, да? Это слово отражает телесную культуру тагальцев, где прикосновение — это не странность, а именно язык любви. И вот где цивилизация. От желания что-то обнять и потискать к желанию просто что-то купить. Даже если ты не читаешь. Купил книгу, поставил на полку и не читаешь. Как бы красиво. Япония называет это цундоку. Слово появилось в эпоху Мэйдзи еще в далеком 19 веке, когда книги стали массовыми, а времени становилось все меньше. Цундоку — это слово для эстетики умного будущего. У тебя как будто бы библиотека совести. То есть ты как бы читаешь, но только глазами, только издалека и только название книг. Кстати, это слово из почти исчезнувшего яганского языка, племени с огненной земли. Мамихлапина Тапаи — это взгляд, тот самый, наполненный тишиной и напряжением, когда два человека желают одного и того же. Но каждый надеется, что первым шаг сделает другой. Желание висит в воздухе, но никто не решается быть инициатором. Когда-то это слово было внесено в Книгу рекордов Гиннесса как одно из самых емких по смыслу. Сегодня этот язык почти исчез. Из всего народа яганов остался лишь один живой носитель. Вы понимаете мой взгляд? Стоит подписаться. Это именно тот случай, когда молчание громче слов. Романтика, неловкость, будущее. И все это в одном моменте. А теперь к лицу, которое не просит взгляда. Оно просит пощечины. Backpfeifengesicht. Why might he have deserved it? Well, his face is sort of punchable. The Germans have a marvelous word for that. Backpfeifengesicht. Sure. Германия — страна порядка, и думаю, что этим я абсолютно никого не удивил. И слово, которое значит лицо, которое просится на пощечину. В духе «морда кирпича просит», только по-немецки. И как бы не за поступок, а вот просто по факту существования. Это слово впервые появилось в сатирической немецкой культуре еще в XIX веке, и чтобы высмеять надменных аристократов. Если ты сейчас вспомнил конкретное лицо, то вот оно. Это и есть Backpfeifengesicht. И хочу сказать спасибо немецкому за то, что дал нам такой краткий способ описать это все одним словом. А теперь к моменту, когда пощечина вовсе не по лицу, а скорее по логике. Джаюс. Джаюс — это шутка. Правда, настолько плоха, что становится смешной. Как называется собака-маяк? Гаварийный выход. Да что ты, черт побери, такое несешь? Смешно? Это вовсе не юмор, это именно джаюс. То есть смех из жалости или из отчаяния. Индонезийцы ввели это слово в обиход еще в 20 веке, когда начали описывать свою национальную особенность. Неудачные шутки, которые все равно сближают. Магия прям. Наконец-то мы переходим к шутке, которой не стыдно, даже в трусах. Калсари кьянет.
Финны сделали слово для очень точного состояния. Пить дома в нижнем белье без намерения куда-либо выходить. И да, это слово, и нет, его придумал не какой-нибудь студент или школьник, это официальное слово, у которого есть свой маленький кусочек в словаре финского языка. Калсарикианит – это вовсе не про алкоголизм, скорее про честность. Слово вошло в финские словари в начале 2000-х, но чувство-то старое и всем нам знакомое. Ты один, ты в трусах, и у тебя все хорошо. Вот такая вот она, внутренняя Финляндия. Иногда одно слово – это не просто слово, это эмоция, которую ты всегда чувствовал, но не знал, как назвать. Теперь знаешь.